Всем привет, ребяточки! Привет! Вы, как обычно, на канале Своим ходом. С вами Лизончик, Виталик. И сегодня новый выпуск. Знаете, что это значит? Это значит, что мы сегодня с вами отправляемся в круиз. Невероятный круиз! Соскучились по круизам? Круиз по Египту, друзья. Надеюсь, и нам, и вам понравится этот круиз. Поэтому, друзья, прямо сейчас чаек налили, вкусняшечку взяли. Начинается наш огненный круиз. Погнали! Мадам, you liar! Наш круизный лайнер. Посмотрите, какой красавчик. Просто новенький, такой сочный, мощный. А теперь давайте по порядку, потому что до круизного лайнера еще нужно добраться из нашего отеля в Хургаде. Мы уже в дороге примерно 1,5 часа. В общем, едем вот на одном из этих больших автобусов. У нас сейчас остановочка на еду, потому что мы выехали из отеля в 3 часа ночи. И вот это все стоит 500 рублей. Прикиньте, это чай, это капучино и это круассан. 500 рублей. Круассан 5 век до нашей эры. Сразу же арафаточку предлагают. Братан, спасибо, мы все бабки вон там оставили на кофе. Да, именно вот столько шоколада я заслужил за 500 рублей, понимаете? Я вот все кусаю, думаю, где шоколад, а его нет. Написано круассан, наполненный шоколадом. Это знаменитый египетский шоколадный круассан. Таким моментом нужно смаковать. Какой шоколадный круассан. Благо у нас там зрители наши едут, нас узнали и дали мне конфет. Видите, как хорошо иметь подписчиков. Вот ребята у нас из Молдавии. Посмотрите их, да, молодцы. Вот сидишь, тебе сок принесли, налили. Я в шоке вообще. За Молдову, да. О, все. Сели мы, значит, в автобус. Там с заднего ряда прилетают люди, вот молдаване вот эти вот наши, едут подготовленные, понимаете, на экскурсию в Луксор. Значит, запомните, набор, без этого набора в Луксор ездить не надо. Не зайдет экскурсия. Знаешь, что самое интересное? Они говорят, короче, вот вам вот это вот, запускаем автострим, говорят. Врубаем автофокус. Несемся сквозь пустыню. Посмотрите, какая красота. Вообще выжженная земля. Ехать еще часа 2, наверное. Короче, мы приехали, друзья, уже в Луксоре. И вот этот автобус, на котором мы сюда доехали, все ребята остальные уезжают на экскурсию по Луксору однодневную. А для нас этот автобус являлся просто маршруткой. Нас высадили. Сейчас мы все вещи, чемоданчики с нами перегрузим в другой автомобиль. И начинается наша с вами поездка уже круизная, 3-дневная. Кто берет круиз, того встречают вот на таком автомобиле. Красота, загружаемся. Добро пожаловать в Карнакский храм, самый большой храм в мире. Нас встречает аллея баранов и сфинксов. Это храм бога Амона-Ра. Не удивляйтесь такому количеству баранов. Все дело в том, что баран – одно из воплощений бога Амона, которому и посвящен Карнакский храм. Вы спросите, что за дела? Где вообще круиз? Мы же отправились на круиз. А в том-то дело, что это первая часть программы. Естественно, мы сюда добрались. И первый день это именно Луксор. Уже потом вечером мы прыгаем на круизный наш теплоход, да, там переночуем. И завтра уже утром начнется у нас путешествие именно круизное. А перед тем, как начать интересную историю, я пожалуюсь. В этом храме я потерял свои очки, можно сказать, которым уже 2 года. У каждого фараона было имя рождения и имя коронация. Имя рождения, как он сын бога Ра, имя коронации, когда короновали его, они начали звать его по-другому. Например, Рамсес. Его полное имя было Ра-Мес-Мери имя. Как звали его по-другому? Мессермает раз и теперь Ра. Повторите, не получится. Короче, вы понимаете, да, теперь, почему я не снимаю этот выпуск? Потому что это будет 7-часовой выпуск, понимаете? Сами приезжайте, смотрите, очень интересно рассказывает. Бесконечное погружение в историю Древнего Египта. Это наш гид, его зовут Хамед, и мы сейчас зашли внутрь храма. Мы не будем прерываться, будем слушать нашего гида, но я вам сейчас коротко расскажу о том, что мы узнали. Карнакский храм – крупнейший храмовый комплекс Древнего Египта. Он объединяет серию построек, больше похожих на отдельный город, чем на храм. 1500 лет фараоны строили здесь храмы, и крупнейшим храмом комплекса является храм, посвященный богу Амону. Это второе по популярности место в Египте после пирамид. Строиться Карнакский храм начал примерно в 20 веке до нашей эры, и каждый фараон после этого так или иначе достраивал часть храма. В общей сложности на строительство комплекса ушло 13 столетий. Получается, здесь у нас был просто зал для всех, а вот это уже колонный зал, куда любой не мог пройти. Только люди из высшего слоя общества.
фараоны и приближенные. Дали такой листочек, здесь можно свое имя написать на египетском. Можете посмотреть значение своих букв и напишите в комментариях, какой вы человек. Вот Виталий у нас целеустремленный, уравновешенный и любит покушать. Колонный зал, конечно, поражает воображение. Огромное количество колонн, они гигантские. Везде сохранились эти рисунки, узоры. А ведь, можно сказать, относительно недавно все это было под огромным слоем песка. Все это раскапывали. И когда это было под слоем песка, здесь местные жители жили, никому это не нужно было. Но потом, когда все это стало популярно, соответственно, правительство уже все это взяло под свое крыло, всех отсюда выгнало. И, пожалуйста, теперь это музей, самый, наверное, огромный храм-музей под открытым небом. Когда-то над колоннами была крыша, но после землетрясения 27 года до нашей эры крыша обвалилась. Центральные 12 колонн имеют высоту 23 метра, остальные чуть пониже. 134 огромных столпа поражают своей масштабностью и величием. На входе в храм в Древнем Египте устанавливались обелиски. Это вот такой вот сужающийся кверху монумент, который сохранился до наших дней. Вы только представьте, друзья, 1500 лет до нашей эры, 330 тонн, тогда не было никаких технологий, это цельный камень. Как они это сделали? Без понятия. Розовый гранит, который привезли его с Асуана, это 280 километров к югу отсюда. Как привезли, не знаешь? Ну, никто не знает до сих пор. Вот эти вам В правильно. рюкзаке, да. Ребята, цельный камень, я же в шоке. Теперь самая главная часть, друзья. Загружаемся на наш круизный лайнер. Посмотрите, какой красавчик. Просто новенький, такой сочный, мощный. И на нем мы будем 3 дня бороздить просторы реки Нил. Добро пожаловать на ресепшн. Так, можно заселиться? Ключики где брать? А, вот. Сейчас позовем тут. Здравствуйте. Hello. Hello. Что, никого нет, Пупсон? Шутка, не шутка. Как шутка? Ха-ха-ха. Ладно, просто нужно через все корабли пройти. И последний корабль уже будет наш круизный. Вот, другой разговор. А вот это я уже понимаю. Круто, слушай. Мини-круизный лайнер. Thank you. В общем, это у нас получается ресепшн, такая вот зона, здесь холл. Получается, где-то вон там будут наши каюты. Вообще, мне нравится. Приятная обстановка, мягкие диваны, кресла. Круто вообще. Надеюсь, вы слышите сейчас музыку, друзья. Титаник, понимаете? Нашли, что включить. Ну, на самом деле, какие шутки. Дизайн-то внутри, как у Титаника, на самом деле, посмотрите. Как роскошно. Такая классика. А самое удивительное, здесь даже имеется лифт. Я, честно говоря, думал, что будет нечто похожее, когда мы с вами совершали круиз по рекам России, помните? Я думал, что будет то же самое, но здесь намного круче, как-то побогаче обстановка. Все, едем заселяться на лифте. На лифте заходим, так. На вторую палубу, получается, да? 2 этажа. Обалдеть. Шабан Фати. Фатхи. Шабан Фатхи. Nice to meet you. Алик. Алибаба. Медленно едет. Лифт медленно. Очень медленно едет, да. Мы, видимо, с тобой это отъелись, походу. Ходим. О. Добро пожаловать на круиз. Я так понимаю, где-то вот здесь у нас будут обеды. Мам, дорогая, красота какая, а? Я в предвкушении. Круиз начинается. Ну что, пойдемте заселяться. В общем, вот такая вот карточка. И вот здесь находится наша каюта, 402. Открываем дверь. Добро пожаловать. Смотрите на нее, да? Елизавета уже устроилась. В общем, быстренький обзор сделаю, друзья. Смотрите. Рабочее место. Здесь будем монтировать видосы, значит. Есть чай, кофе можно сотворить себе. Сварить, заварить. Здесь шкаф. Вещи повесить, развесить. Диван, телевизор. Еще одно креслице. Такая вот мягкая кровать. А ну-ка. Даже не верится, ребят, что круиз начинается. Видите, круиз в Египте. О, мягкость хорошая. Хорошая мягкость. В плане того, что спина не будет болеть. Знаете почему? Смотрите. О! Такая жесткая, такая твердая прям кроваточка. Как раз для моей спины. Обратите внимание на потолок. Вот так вот. Очень красивенько. У нас еще вид на реку. К сожалению, нет балконов здесь, но ничего.
чем-то нужно жертвовать, друзья, потому что это не круизный лайнер, это просто такой теплоходик. И вот здесь, за этой дверью, находится душевая комната. Вот он, душик. Надеюсь, горячий, еще не проверял. В общем, туалет. Тут все как надо. Умывальничек, фен, такое вот зеркало. Все. Мы готовы к круизу. Я не верю, что это происходит со мной. Круиз по Египту. Самое время пообедать, дамы и господа. Заходим в ресторан. Чтобы вы понимали, у нас еще сейчас наш теплоход, кораблик стоит на берегу. Мы только завтра отправимся в круиз. То есть сегодня мы смотрим Луксор, отдыхаем, спим, завтра с утра просыпаемся, еще посмотрим храмы и потом уже отправимся. Вот наше место, собственно, сам ресторан. И здесь шведский стол. То есть ходишь, выбираешь. Я так понимаю, ты сам себе все накладываешь, что ли, да? Здесь сам салаты, а там накладывают... Hello, hello. Thank you. Здесь два разных вида супа. Сейчас все покажу вам. И как видите, я его сам наливаю. Вот так вот берем. Значит, дальше имеется рис. Здесь у нас говядина тушеная с картошечкой. Тут можно себе заказать макароны. Макароны вареные, потом он их жарит. Можно там с томатами пережарить. С соусами. Дальше у нас идут овощи на пару. Тоже что-то вегетарианское. Томатная паста с чем-то, соус. Здесь курочка. Здесь картошечка. И рыба в кляре получается. А вот здесь десерты. Тортики разные, бананы можно взять. Как я люблю круизную обстановку, кто бы знал само вот это чувство. Даже несмотря на то, что мы сегодня никуда не отходим. То есть сегодня у нас этот корабль используется в качестве просто отеля. Ну как классно, просто уже быть здесь. Я попросила себе, смотрите, какие макарошки, просто с сыром обычные. Потому что я так соскучилась по обычной еде, чтобы она просто была простая и вкусная. А мы еще голодные, потому что мы сегодня в 3 часа ночи встали, да? И вот только час мы кушаем. У нас даже не было нормального завтрака. Короче, суп я уже попробовал вообще. Очень круто готовят здесь. Как в ресторане. Хотя мы и находимся в ресторане. На второе себе набрал мясо. Тут и говядина, и курочка. Я уже все попробовал. Ребята, очень вкусно. Дико извиняюсь, ребята. Вообще, когда стоишь на экскурсию в 3 ночи, весь день в дороге, мы просто сейчас победали, и вот так вот нас вырубило, просто жесть. Это еще круиз не начался. Я в шоке вообще, знаете, вот восторженно такое бывает, просто лежишь, вообще нет сил никак. Вот так просто, примазало в подушке. Такой первый раз за все время наше пребывание в Египте, вообще нет сил никак встать. Нормально, короче, пока мы с Пупсоном там дрыхли час, тут подъехала целая орава. Походу, наш корабль будет полностью забит туристами. А мы сейчас выходим, потому что договорились на 5 часов взять карету с лошадкой и покататься. Вот наша лошадка, карета, это Мустафа. Поехали, проходимся по городу, посмотрим на вечерний Луксор перед закатом. Вот так вот. Опа, с ветерочком. Мне кажется, самая лучшая программа. Просто сидишь, потому что по Каиру мы уже находились. Вот так вот сел, и все это лицезреешь красиво. Так, короче, мы сели не в ту карету, прикиньте, то есть какие разводилы. Мы говорим, это забронировано? Он говорит, да, это вот, которую забронировали. Оказывается, которую забронировали, вот она, вот здесь. Все, они поссорились, поругались. Сели не в ту карету, вот так. Но он сам нас обмануть пытался. Такой, говорит, типа, эта карета ваша, а мы другую забронировали. الشركة مدفوعة طلعت من على الدور رجال ماشي بتكلمني والله يا حبيبي ما هيركب ولا يعرف ايه طب انت مخك ايه مخك انت قلت له Ты не захотел его, Пупсон. Ну, он сам обманул нас. Мы говорим, это забронировано, уже типа оплачено? Он говорит, да. Потому что мы заранее оплатили, забронировали. А ведь он такой, да. В итоге вот была бы двойная цена у нас. Хорошо, что у нас есть телефон нашего гида. Мы написали, он говорит, что вот, это не ваше. В итоге все перессорились, и теперь у нас вот такой водитель. Как вам такой вариант, ребята? Мне кажется, шикарно. С таким посмотрим весь город. Ну вот, испортили себе вечер. Взяли карету, чтобы посмотреть на закат.
но там они уже с этим разбираются. Наш разбирается с тем. Короче, такая жесть вообще. Ребят, все проверяйте, никому не доверяйте. Даже если он говорит, что он знает вашего гида, да, ему все оплатили, ничего не надо платить. Просто здесь мы уже говорили, что здесь разводят как бы по-доброму, да, грубо говоря, потому что они хотят заработать. Но видите, видимо, какая-то очень серьезная проблема, что мы сели все-таки не туда, потому что уже 20 минут прошло, мы до сих пор сидим в карете, они отошли, они там орут. Сейчас еще нашего гида побьют, блин, вообще жесть. Да, то есть мы уже вот так вот 20 минут просто сидим, а время-то идет. У нас здесь прям гонка, чуваки едут с нами. Здесь все не так просто. Едем в туристическую полицию, они сейчас будут разбираться, а потом уже дальше поедем. Жесть, конечно, не знал, что так все серьезно и далеко зайдет. Какой вообще? Самый злой египтянин в Египте, которого мы встречали. Нас пытался обмануть. Чувак, ты испортил нам вечер. Мадам, you liar. No, you lie. You liar for me. I ask you. No. You lie. Да он сам нас обмануть пытался, а теперь типа делает вид, как будто бы он, типа вот этот чувак, с которым мы договорились заранее, как будто бы он у него клиента повел. А на самом деле сам нас обмануть пытался. Все, третий бежит, нормально вообще движуха. Это контент попер. Все едут, все, на разборке. Я аж проснулся сразу, так спать хотел. Чуть не выспался. О, бодрость такая, как будто 3 шота этого Старбакса выпил, да? Вот этот очень популярный знак, здесь такой золотой ключик. Значит, жизнь навсегда, долголетие, здоровье. Все в этом русле. Но в целом Луксор очень приятный городок. Чистый. Такие дороги все убранные. Грязи вообще по минимуму. Прям вот приятно находиться. Как-то вот так вот едем, видите? Все очень аккуратненько. Мне нравится. Попсон, ты как принцесса Попсон, ты как принцесса Жозефина. Жозефина. Собрались, ребята, собрались. Надо сделать комплимент. Попсон, ты как принцесса. Точка. Все, ты как принцесса, этого достаточно. Попсон, ты как принцесса Жасмин. Получилось. Мы сейчас находимся в центре города. Проезжаем центр города. Значит, с левой стороны у нас река Нил. С этой стороны у нас исторические здания. Вот люди тоже катаются на каретах. И сейчас мы будем проезжать очень популярное здесь в городе место. Сейчас это отель. Это называется Зимний дворец. Сейчас это отель, раньше принадлежал политику известному. Сейчас можно здесь остановиться. Политику известному? Второе по посещаемости место в Луксоре, это, конечно же, Луксорский храм. Первый — это Карнакский храм, обязательно для посещения, если вы в Луксоре, я думаю, вы точно не пропустите. И второе — это Луксорский храм, тоже огромнейший храм с колонным залом. Очень красивое место. Посмотрите, как в лучах заката красиво смотрится, здорово. Здесь прямо находится он напротив набережной. Нил во всей красе. Такое закатное солнышко красивое садится. Атмосфера здоровская. И, как Виталий правильно подметил, в Луксоре действительно очень чисто. И сделана красивая, длинная, прогулочная набережная. Едем дальше. Набережная и вправду шикарная. Посмотрите, какая чистенькая, ухоженная. Все плиточкой там выложено. Красота. Здесь действительно чище. Убирают город. Прям чистый город. Как сказал наш гид, что здесь город, получается, меньше населения, получается, дома принадлежат именно семьям, которые занимаются там сельским хозяйством и так далее, и они убирают сами каждый свой дом и территорию около дома. Я бы, знаешь, как сказал? Короче, Каир — это, если сравнивать с Россией, Москва, а это Санкт-Петербург. А мы входили в такую мечеть именно с этой стороны. А сейчас, после раскопки, вход с другой стороны. Договорились с нашим гидом, он остается здесь на карете, а мы приехали на рынок. Самый главный рынок в Луксоре. Мой любимый контент. На связи. Погнали. Гид у нас классный. Ребят, кстати, очень важная информация. Когда вы берете круиз, у вас, у каждого будет группа, и у этой группы будет гид. Да, либо русскоговорящий, либо англоговорящий. Да. Но мы вот сегодня решили все-таки с гидом покататься, да?
а все остальные дни у нас гида не будет. Но это не значит, что если вы поедете, у вас гида не будет. Просто мы отказались, потому что хотим сами везде погулять, там, чтобы ни от кого не зависеть. Так что если вам нужен гид, ребята, вам везде, во всех местах, во всех храмах на протяжении всего круиза гид будет все рассказывать. На рынке очень много вот таких вот магазинчиков. Столько всего здесь продается, причем весь товар покрыт пылью, ребята. Так что можете отсюда увезти себе какую-нибудь диковинку в подарок и дома поставить на полочку для красоты и на память. Друзья, я нашла, что искала. Ключ жизни. Мраморный, очень тяжелый. Сейчас спросим, сколько стоит. 600 местных. Вот такой ключ просто белый? This is, sorry, this is just alabaster. Real. Okay, сколько конкретно? Ну, 75 and not 2 stock. I don't have money. I don't have money. He give me money. Okay, give her money. If you give her money, okay. If you don't give her, I keep her. I like. 100 дашь? No, stock, 2 stock. 100, да? 2 stock. За 100 берем. Stock. 100. 100. Почему здесь красиво? 100. Все, 100. 100. Мы купили 100. херню за 500 рублей. Ну вот такая футболочка, друзья. Договорились за 100 местных. Вот. Египетская, черная. Сейчас такую же еще белую себе возьму, наверное. Вот, несет уже. Just go That's away, why, but because it can be problem. Because I have enough experience, I come follow Yes. you to say sorry. Yes, Because yes. you don't understand Because you experience. know, other Russians I want don't you to explain to do. your husband. Yes. I have come to say sorry. Yeah, okay. That's And, very nice. Thank you. Короче, друзья, рассказываю, мужчина сейчас подошел извиниться, подарил мне вот такой подарочек, потому что, когда мы фоткались, его сын меня лапнул за жопу. Я на них наорала и убежала, короче, оттуда, через весь рынок. Ему сейчас объясняла, стояла, что не надо так сделать, что люди могут вызвать полицию вообще, русские. И в чем фишка вообще? Здесь, когда вас зовут фотографировать, особенно девушек, будьте аккуратны, если с вами нет мужчины рядом. Они любят, знаете, вот типа обнимают, потом так хоп, так ручка сползает. Ну, знаете, как вот у нас в метро есть. В смысле, такие даже если есть чуваки. мужчина, они все равно такие хоп, типа Да. нечаянно У так. нас есть такие мужики в метро, ну стопудово кто-то сталкивался, знаете, которые там трутся или лапают. Вот здесь тоже такое происходит, просто имейте в виду, что как бы на красивую девушку есть спрос. И он подошел, говорит, типа, вот у меня сын неопытный еще, говорит, молодой, ничего не понимает, что делать нельзя. Пригласил нас к себе на чай, в семью, говорит, давайте пойдем обедать вместе завтра. Говорит, я сам работаю с туристами в Шарм-эль-Шейхе, пожалуйста, там извините и так далее. Подарил мне колечко, принес извинения за сына, грубо говоря. За своего немножко озабоченного сыночка. Нельзя так делать, да. Я им сказала, что, типа, блин, вам русские, блин, втащат сразу же первые встречи, просто Виталик не такой, а вам сделают очень плохо. Кстати, видите, гоу-басы стоят. Те самые автобусы, на которых мы ездили в Каир. Вот, видите, они вот у нас в Каир, в Александрию. Так что можно даже не на круизе, а самостоятельно по Египту путешествовать. Приехать в этот город, например, на 3 дня, не спеша его исследовать. Так, друзья, чем закончилась наша история с тем, что мы сели не в ту карету? Виноваты и мы, и тот, кто нас обманул, да, с этой кареты. То есть мы сели не туда. В итоге мы после нашей прогулки поехали в полицию. Провели там около часа, мы писали заявление, но написали, что мы не имеем никаких претензий. Чувака забрали, представляете, вот этого другого кучера. Его забрали и держали там 2 часа, пока мы катались. И еще он будет 3 часа сидеть в качестве меры наказания. Так что полиция работает хорошо. Единственное, что мы потратили, конечно, свое время. Там просто дело целое писали. Мы, естественно, там ничего не снимали, потому что это полиция, сами понимаете. Но вот знаете, что такое бывает. Обязательно все проверяйте. Они любят обманывать. И вот видите, мы в очередной раз попались, как-то непонятно просто, как это произошло вообще. Так легко нас просто разводят, ребята. Круиз еще не начался, мы уже встряли в приключения. Наконец-то мы возвращаемся домой, и у нас время ужина. Купили себе воду, потому что напитки не включены. Есть только 2 бесплатные воды, и на завтрак включены чай, кофе и вода. Взяли себе на вечер, на завтра водичку 10. Представляете, здесь стоит. Ну, там такая цена египетская напротив лайнера. Естественно, цена в 4 раза дороже. Все, идем на ужин. Насчет лайнера она, конечно, погорячилась, потому что это не лайнер, но возвращаться сюда приятно, да? Как домой. Как домой зашли. А это на ужин зовут, слышите? Ой, это на ужин?
Динер? Так, ну, супец томатный. Огонь, огонь, очень вкусно. Особенно, когда в полиции час просидел, биф заходит на ура. Не знаю, как для кого, а для меня показатель крутого шведского стола – это свеколка, потому что она не везде есть. Доброе утро, ребята. Этот прекрасный круассан за начало этого прекраснейшего дня. Все, мы выходим на берег, нам дали вот такие вот карточки. Они не именные, просто карточки, но они позволят нам вернуться сегодня на борт. 14:30 отплытие, это значит, что у нас есть время на культурное изучение Луксора. Еще раз погружаемся в атмосферу этого города по полной. Мы на весь день сегодня взяли машину, такую такси, это наш водитель, его зовут Ахмед. Все, загружаемся, поехали. Такая большая комфортная машина. Город Луксор располагается на двух берегах Нила. Вчера мы с вами изучали восточную часть города. Ее также называют городом живых. А сейчас мы находимся на западной стороне. Мы перебрались через специальный мост, который соединяет эти две стороны. И западную сторону называют городом мертвых. И на въезде в город мертвых нас встречают колоссы Мемнона. Это массивные каменные статуи фараона Аменхотепа III. Вес каждой из них составляет почти 1000 тонн, а привезены они были из далекой каменоломни возле Каира. Колоссы стояли перед огромным храмом, который не сохранился до наших дней, к сожалению. Следующее место – это Долина Царей, знаменитое, популярнейшее место в этих краях. Естественно, начало через рынок, где к тебе все пристают. Итак, мы уже мчим по Долине Царей. У нас такой специфический железнодорожный состав. Вход стоит 240 местных. Здесь находится 63 гробницы фараона, то здесь огромное количество их похоронено, и всего лишь 8 доступных к посещению, и в этот билетик входит только 3 из 8 гробниц. Короче, основной посыл такой, ребятки, у меня нет очков, здесь без очков нереально находиться, я новые еще не купил, и с 16 по 11 век до нашей эры фараонов хранили не в пирамидах, которые мы с вами видели уже в предыдущих выпусках, а в гробницах. И как раз таки вот она долина этих королей. И здесь они все похоронены в этих гробницах. То есть раз гробница, вон два гробницы, там третья, Рамзес I, второй, третий, четвертый, пятый, десятый. И вот так вот ходишь по этой долине. Вот, например, раз гробница, в нее зашел, посмотрел, потом в другую зашел, посмотрел. Гробница Рамзеса IX. Сохранились наскальные рисунки, цвет. Огромное, конечно, помещение. Посмотрите, вот так вот идешь по коридору, и справа, и слева иероглифы. И они прям уходят туда. И только в конце находится гробница. Вася Джан очень расстраивается, что ему не разрешают снимать. Но я все равно снимаю его на телефон. Смотрите на его лицо, ловим. Так, искорка в глазах. Опа. Да. В конце зала есть такая решетка. Там как будто заглядываешь в преисподнюю, не иначе. Смотрите. О, боже, такая жуть вообще. Бра. У меня просто мурашки по коже от таких мест. Здесь очень душно, жутко. Просто. Ну, очень неуютно. Кошмар, короче. Последняя гробница. Мы посмотрели мужчин. Давайте посмотрим, как женщин у нас хоронили. И мы выбрали самую глубокую, 150 метров вниз, представляете, гробница. Сказали, very nice. Можно только что голову разбить. Ну это, конечно, мощно. Даже в голове не укладывается, что все вот это сохранилось до наших времен. Эти краска еще осталась, краска. Сколько тысяч лет прошло. И мы все это можем своими собственными глазами увидеть. Как это вообще сделано было так давно? Как они вообще, в принципе, это же, понимаете, это гора. И как они вообще столько тысячелетий назад это все каким-то образом выдолбили еще вглубь вон туда. Как? Не иначе сюда прилетали инопланетяне со своими технологиями. Ну как еще это можно объяснить? Я не понимаю. Лопатками, что ли, здесь ковырялись? Это невозможно просто. Это полноценное вот метро, понимаете? Метро, которое
где только не хватает поездов, которые построены тысячелетия назад. И очень большой плюс посещения таких мест самостоятельно, что вы не ходите с экскурсионной группой. Да, вы теряете историческую часть, какие-то, возможно, интересные детали, но на многих локациях, в том числе и в гробницах, вы совершенно одни. Мы спустились в самый низ, и здесь находятся два саркофага. Один такой прямоугольной формы, очень объемный, а там саркофаг в виде гроба, такая гробница. Подъемчик, конечно, наверх, то еще удовольствие. Ноги забились, но это место максимально рекомендуем к посещению, потому что в голове просто все это не укладывается, что... Короче, самое крутое — это Рамзеса III. Все там в золоте, цветное, очень красиво. А сохранились цвета, знаете почему? Потому что все это находится внизу, туда не попадают лучи солнца, и поэтому краска не теряет свои свойства и как можно дольше остается на этих стенах. Ну и завершающее место осталось, друзья. И наконец-то начнется круиз. И само собой вход к этому месту, мы уже подъехали, через вот такой вот тоннель, рынок, где все продают. Но здесь, на удивление, все сидят просто. Hello. Все просто сидят и не трогают тебя. Они просто издалека кричат. Вот так нормально. I love money. You love money? Okay. Maybe come back. Взял себе очки наконец-то. Короче, Гуччи, ребята, да, Гуччи, оригинал, как говорится. Начинали мы с 450 местных, ну за 200 уломал, но мне кажется, им красная цена, наверное, 100, если не 50. Но вроде бы прикольные, вроде бы классные. Здесь тоже такие же поезда своеобразные. Едем вон к тому храму, прямо в горе вырубленном. Так, храм Хатшепсут. Хатшепсут была одной из известнейших женщин и одной из первых женщин-фараонов Древнего Египта. Год постройки этого храма — 15 век до нашей эры. Когда находишься в таких местах, невольно себе представляешь, как переносишься на 1000 лет назад, чтобы посмотреть, как это все было тогда, как жили люди. Но, к сожалению, это может только представить у себя в голове. Жара лютая здесь, капец, в пустыне. Возвращаемся уже обратно на наш теплоходик. У нас еще 2 часа целых осталось, то есть мы успели посетить Луксор за 5 часов. Хочу вам сказать, что Луксор — это туристический город, и здесь за воду, за Red Bull, за то, что вы покупаете в магазине, лупят какие-то немыслимые бабки. То есть вода стоит 10, Red Bull 50. Нам очень многие рекомендовали брать все с собой, потому что здесь вот такие вот ценники. Заходим, достаем наши карточки и заселяемся обратно. Пупсик все равно не очень доволен, потому что мы еще потратили сейчас примерно $100, чтобы вот посетить 3 храма, плюс машина. У нас ушла 100. Вау! У нас убрались и сделали нам вот такого лебедя с сердцем. О! Смотрите, Пупсик улыбнулся. Он пришел домой, сейчас защемит свою рожу на подушке, а потом пойдет, набьет свой желудочек. А еще, друзья, мы сдали здесь прямо постирать белье. О, боже, какая чистая белая рубашка! Обалдеть! Глаженная. Тут просто была половая тряпка. Круто. Ну, наконец-то. Я думал, что этот момент никогда не настанет. Мы здесь простояли больше суток, посмотрели весь Луксор. И вот, наконец-то, мы тронулись. И круиз начинается. Хорошая погода, тепло. Так, добро пожаловать на солнечную верхнюю палубу, друзья. Здесь, в принципе, очень много места, где можно позагорать. Шезлонги, зонтики имеются. Но что меня больше всего поразило, здесь, на этом маленьком кораблике, есть бассейн. И даже одно джакузи. Сейчас в бассейне купаются только 2 ребенка. Обычно дети самые безбашенные. И они могут купаться даже в ледяной воде. Сейчас я проверю. О, все с ней понятно, ясно, хорошо.
пожалуй, я останусь здесь, погреюсь на солнышке и наслажусь красивыми видами, которые пролетают мимо нашей палубы. Я, честно говоря, удивлен количеством таких вот круизных корабликов вдоль реки. Они все около берега сейчас стоят, видимо, туристов мало, и все они типа простаивают и не работают. Но их количество говорит о том, что эта сфера туризма здесь достаточно хорошо развита. Была, когда не было короны. Надеюсь, скоро все восстановится. Просто их здесь сотни стоят. Короче, я решил побриться на лысо. Все пишут, сбрей этот петушиный хохолок. Ну все, смотрите, что мы делаем. Ой. Ой-ой-ой. Сюда посмотри. Чи или не чи? Итак, ребята, вы просили новую стрижку. Кому нравится, заряжаем лайк. Смотрите, как шикарно. В общем, жду вашу реакцию в комментариях. Если понравилось, то буду всегда так ходить. Круиз, поехали. Лиза не выдержала. Сказала, что со мной больше никуда не выйдет гулять. Сказала, только так можно с тобой выходить теперь. Вариант прически от Лизы. Какая вам нравится больше? У нас сегодня коктейльная вечеринка перед ужином. За вас, друзья! Этой прекрасной клубничкой открываю сегодняшний ужин. Корабль движется на нашу следующую точку, а мы ужинаем. Доброе утро, друзья! Весь вечер мы вчера шли по Нилу, и сегодня у нас город Эдфу. Здесь сейчас нас уже ждет карета. Как же хорошо после завтрака вот так вот с ветерочком прокатиться на карете. Да и в целом все города, которые включены в круиз, достаточно приятные и чистые. Итак, друзья, город Эдфу. И храм также называется Эдфу. И он второй по величине после Карнакского. И, честно говоря, я уже поражен его красотой и тем, что все это сохранилось до наших времен. Храм Эдфу посвящен богу Хора, тот, что с головой сокола. Его изображение вы видите на воротах при входе в храм. Самое интересное, что сохранилось примерно 90% храма. Здесь изготавливали религиозные ароматические масла. Их формулы тоже можно увидеть сегодня на стенах помещений. Мы зашли внутрь храма, обратите внимание на потолок. А раньше храм был тоже засыпан песком, но оставалась небольшая, получается, такая вот отверстие, через которое по песку могли проходить люди. И здесь жили монахи. И они жгли что? Костер, чтобы согреться. Из-за этого весь потолок черный. Естественно, когда храм вообще нашли, песок начали откапывать, всех отсюда выгнали, но потолок остался черным. Здесь есть такие ответвления, и можно пройти на второй этаж храма, подняться. Все стены в иероглифах. Очень красиво, конечно, смотрится, еще такая подсветка. Стены никак не защищены, можно прикоснуться к истории. Ну, это, конечно, удивительно, потому что именно благодаря таким прикосновениям штукатурка со временем и осыпается. Да, это, конечно, очень странно, причем коридоры узкие, если есть много людей, они по-любому будут шарпаться об эти стены. Ну и все это, конечно, будет разрушаться. Безумно, безумно красивый храм с этими иероглифами. Сделали кучу фотографий. Сюда обязательно приехать. Очень красивый, неимоверно красивый храм. Мне очень понравилось. Вы только посмотрите, сколько карет. Знаете, вот в Европе забирают на таксишках всех, а здесь на каретах с круизного лайнера. Наконец-то удачный ракурс, с которого видно масштабы нашего огромного круизного
лайнера, друзья. Все, мы прыгаем обратно на борт и отправляемся в следующее место. Нам, как всегда, выдали вот такие вот карточки, чтобы не потерять людей. Каждому выдают карточку. Таким образом, они знают, сколько людей не хватает на корабле сейчас. А пока мы идем до следующего места, берем с собой полотенчика раз, полотенчика два, обстановка Титаника и поднимаемся на верхнюю палубу, где нас ждет бассейн и место для загара. О, погодка шикарная. Мы как раз только что отошли от берега. Какие-то корабли круизные еще остались. В общем, вот такая здесь обстановка. Располагает к отдыху. Тепленько, хорошо. Солнышко греет. Вот лежим на фоне бассейна. Что я больше всего люблю в Египте и то, что мне понравилось в Эмиратах, это то, что каждый день солнце. Понимаете, просто в других странах, там в том же самом Таиланде или где-то на Бали, мы запариваемся, понимаете, то есть может дождь неделю, например, а нам надо снимать, или отель, там приезжаешь, а у тебя дождь, и ты не можешь снять, или там экскурсии какие-то специальные, нужно подстраивать под хорошую погоду, а здесь не надо ничего подстраивать, встал, типа всегда солнце, безоблачное небо всегда. Я смотрю вот на этого человека, и мне холодно становится, это просто жесть. Вода-то, знаете, какая? Мама дорогая, как в колодце просто. А сейчас, друзья, оцените купальник Лизы. Новый, свежий, не замызганный. Очень нравится. Короче, смотрите, все сейчас на палубе, и никто не купается, потому что вода леденющая. Но я должен это сделать. Так. Блин, у меня уже ногу свело. Из-за ногу свело. Невозможно находиться здесь. Охренеть. Я уже даже пальцев не чувствую. Пупсон, вода, которая была в Дубае, была просто волшебная. Здесь вообще дышать невозможно, леденющая. Когда человек плавает, я ухожу отсюда. Я здесь купаться больше не буду. Пупсон такой, ну вообще, Пупсон такой симпатичный. Обалдеть можно. Сан, ты мне зубы-то не надо мне заговаривать? Я просто Что тебе надо, сразу говори. Я сейчас издалека шел, снова влюбился в тебя. Такой пупс, вообще просто. Я купаться рада не пойду. Вот дети молодцы, бесстрашные. Сидят, купаются. В леденющей воде? Да, такого Египта я, конечно, еще ни разу не видел. Все-таки Египет — это не только Шарм-эль-Шейх, Хургада, отели 5 звезд. Это еще и потрясающий круиз. Красота. Посмотрите, какая природа. И как видите, людей, желающих покататься на круизе, очень много. И если вам вдруг будет скучно здесь, друзья, то можете в ближайшем храме разодрать себе ногу, как я сделал, и играть с мухами. Вот так, видите, как забавно. Хоп. Вот это контент, да? Мы сейчас проплываем очень близко к берегам. Здесь такой Нил вообще, он очень широкий, и обычно видно очень далеко дома и деревья. Здесь прям так близко. Обед шикарный, как всегда, с удовольствием ем, каждый раз прихожу. Есть и для вегетарианцев, и для мясоедов, что поесть. Каждый найдет себе что-то по вкусу. Выбор еды хоть и небольшой, но вся еда очень вкусная. И теперь я официально могу есть в кепке. Сами знаете почему. Обязательно все шлифануть в профитроле. Пупсон, хватит работать, мы приехали в новое место. Ты что, фотки в Инстаграм выкладываешь? Для моих пупсиков выкладываю уже круиз. Представляешь, уже все видели. Поэтому прямо сейчас, друзья, подписывайтесь на наш инстаграм-аккаунт. Вот он, потому что там все выходит в режиме реального времени, нет задержек. И еще ставим лайк за срач. У кого такой же срач, заряжаем лайкос. А если вы еще не оценили мою прическу в комментариях, то жду ваш комментарий под выпуском. Принцесса Жасмин готовится к выходу. Посмотрите на нее. Есть у меня любимая игра, она называется Assassin's Creed. И здесь все как в этой игре. Я вообще в шоке, насколько в игре классно воссоздали то, что происходит в реальности. Сейчас у нас остановка в Ком-Омбо. Здесь тоже находится древний храм, который практически, не сохранился, он сохранился, но мало.
И нам никуда ехать не надо. Мы выходим с нашего кораблика, переходим дорогу и попадаем сразу же в храм. Wanda, very nice. This small one? Hello? Okay. Small one, this big one. Okay. Not too much money. Okay. How much? Good is my friend How Papa. much? В общем, мы сегодня с вами путешествуем по любимой игре Пупсана. На заднем фоне нас провожает круизный кораблик и, собственно, вот храм. Это все компьютерная графика, друзья, не настоящая. Вот если близко не подойти, вы ничего не увидите, друзья. Посмотрите. То есть все стены храма, а стены здесь гигантские, огромные, все это сохранилось. Нет ни одного миллиметра, где бы не было какого-то иероглифа, где бы не было какого-то силуэта человека или бога. Вот все в этих иероглифах. А вот было бы классно еще знать, что каждый из них означает. И вот люди, которые реально в этом разбираются, представьте, они такие сели, такие, ага. И как газетку так раскрыли и читают историю Египта. Итак, храм Ком-Омба. Ком-Омба означает Mountain of Gold, то есть гора золота. Здесь нашли золото, и в 200 километрах сейчас до сих пор сохранилось место, где добывают золото в Египте. Этот храм посвящен двум богам, поэтому он такой уникальный. К сожалению, 90% храма было разрушено наводнением, потому что очень рядом Нил находится, и храм был полностью под водой очень много времени. Двум богам посвящен один из них — это Себек. Он с головой крокодила, и его изображение практически на всех стенах храма. И я вам сказала, что храм был затоплен, я не вру, посмотрите на колонны. Половина колонны как будто такая мокрая. До 1970-х храм был полностью затоплен, вот именно до этой отметки. Обратите внимание на стену, которой нет. Здесь должна быть такая же стена, как вон та стена, как и посмотрите вон туда, как и та стена. Но правительство поздно спохватилось и остановило действие, благодаря которому местные строили свои дома. Они приходили сюда, храмы никому не нужны были, забит полнейший болт. Они просто приходили, забирали все эти вот камушки и использовали эти камушки для строительства своих домов. Нормально вообще? И вот уже потом, слава богу, что они вообще осознали, что, блин, надо спасать срочно храмы, это же история Египта. И именно поэтому большинство храмов в полуразобранном состоянии. А так бы, возможно, мы их увидели целиком. И опять же, если посмотреть на рисунки, которые на потолке, они, видите, сохранили свой цвет, хотя бы какой-то, да, потому что туда солнце не попадает, а вся остальная часть храма, она уже обесцветилась. Только в этом храме можно увидеть 48 предметов, которые использовали в операциях, в медицине. Я пока что увидел только один и понял, что это ножницы. А если вы узнали какие-то там предметы, вот эти вот, да, можете написать в комментариях, что вы здесь увидели. Здесь, возможно, было бы больше информации об истории тех времен, но, к сожалению, и здесь местные, это прям кубы, видите, кубами все собран храм. Кубы они прям брали, увозили с собой и строили себе из этих кубов дома. И прикиньте, сейчас где-то есть же дома, да, заходишь внутрь, а там на стене вот такие вот узоры будут. Никто об этом не знает. Чувак взял просто храм, вынес и сделал дом себе. В общем, все храмы, они построены из блоков. Раз блок идет, да, сверху еще там блоки идут. Сначала собирался храм, и потом уже, когда его собрали, прям в этих блоках выдалбливали эти статуи. Здесь очень много можно всего рассказать. Если у вас есть с собой гид, он вам расскажет интересные истории. Ну, вот мне такая понравилась, например. Здесь, значит, рабы, названия городов написано у каждого табличка, и одна рука сзади находится. И обратите внимание, лев с ногой, сохранившейся, это нога короля, который сидит на троне. Значит, в ногах у него валяется лев, который ест как раз-таки вот ручку в качестве наказания одного из рабов. Рядом с храмом священное захоронение крокодилов. То есть здесь были мумии крокодилов, прикиньте. И еще буквально 10 лет назад они здесь были. Но из-за того, что климат стал портиться, там все это стало как-то гнить, высыхать, эти мумии крокодилов увезли в музей. Вот и сами крокодилы. Здесь есть специальный музей, в которых их перенесли. Они, получается, за стеклом находятся. Снимать на большую камеру нельзя, поэтому снимаю вам, как всегда, скрытой съемочкой на телефон. Ё-моё. Вот этот крокодильчик 4 метра, больше 100 зубов. 3000 лет уже вот так в таком состоянии лежит здесь. 3000 лет, еще раз. Сончик в шоке. Ребята, это просто шок-контент. Это мумии крокодилов. Мумии крокодилов. Еще раз мумии крокодилов. Мне уже, друзья, и на телефон видео запретили снимать, поэтому скрытая съемка. Вот такая вот крокодил, мумифицирован, глаза сделаны из яиц. И еще один храм подошел к концу. Загружаемся обратно на наш лайнер.
теплоход. Провожаем закат и время отправиться на ужин. Последний ужин на этом корабле. И завтра подъем в 4:30 утра. 4:30 утра. У нас сегодня какой-то необычный восточный ужин, потому что весь ресторан украсили, и у каждого на столе какая-то фотография. Давайте разберемся. Кто это у нас? Какая-то египетская женщина. Вот, видимо, знаменитая. И у всех разные они. У меня уже просто слюнки текут, друзья. Посмотрите, сколько всего. Все такое вкусное, все такое яркое. И десерты, и выбор большой. Было бы такое каждый день на круизе, да? Но такой только последний вечер. Как же круто и аппетитно смотрится наш стол. Еда на корабле всегда вкуснее на несколько процентов. Буду скучать по этому ужину, завтраку и обеду. Супчики божественные. Вот прямо как на Royal Caribbean мы когда ходили, там всегда было 2 супа на выбор. Здесь такое постоянно и на обед, и на ужин. Тоже буду скучать. Круиз круизом, а программа очень насыщенная. Я спать, ребята. Завтра последний день. Едем в труднодоступный храм. Мама дорогая. Асиджан устал. Все, выключайте свет. Время 4:30 утра. Мы отправляемся в храм Абу-Симбел. Дорога дальняя. И нам приготовили завтраки. Вот это мощь. Тут пакет, наверное, просто по 3 килограмма. Как красиво светится корабль ночью. Мы едем на своей машине частной. Потому что у нас всего 2 русских, и эта экскурсия за дополнительные деньги. Все, пес, нам пора ехать. Заехали выпить кофе, и пес в меня влюбился, я в него. Видите, что творит? Видите, что творит? Видали, что творит? Ну, египетские псы, они вот такие вот очень классные. Все, нам пора ехать. Еще 2 часа до места. Что, добро пожаловать в самый труднодоступный храм в Египте. Это Абу-Симбел. Уже он появляется там из-за горы. Я в предвкушении. Мы сюда добирались 3,5 часа, задолбались, но это того стоит, потому что позади меня 4 огромные статуи Рамзеса II. Они просто гигантские. Но, к сожалению, не 4 на самом деле, а всего лишь 3, потому что одна из 4 не выдержала натиска времени и обрушилась. Мы видим, что там голова, ухо огромное. Возможно, я вам сейчас скажу шокирующую вещь, но эта скала новодел, понимаете? Потому что при строительстве дамбы в 1960 году, когда они начали ее строить, они поняли, что если они построят эту дамбу, то этот храм окажется под водой. Таким образом, было принято решение его перенести на 200 метров от основания, на 60 метров выше. Участвовали много разных стран. Значит, храм распилили на блоки по 20 тонн каждый и перенесли его. И построили вокруг храма скалу, чтобы это все красиво было, выглядело, здесь стояло. И вот таким образом появился вот этот вот храм. Но сам храм, они все говорят, храм настоящий. Это, кстати, один из самых дорогих храмов в плане платы за вход. 255 местных стоит за одного человека вход. Еще мы 300 отдали за камеру, чтобы поснимать для вас все здесь и внутри. Если бы не заплатили, ничего бы не сняли. Так что лайкосик заряжаем. И прямо сейчас залетаем внутрь храма и посмотрим, что там интересного. Здесь внутри тоже 8 статуй Рамзеса. По обоим сторонам по 4 штуки. Огромные.
Здесь, в этом храме, есть удивительное явление. Каждый год, 22 февраля и 22 октября, луч солнца с двери, грубо говоря, со входа, вот сюда вот идет и попадает прямо на эти 3 статуи освященных. Ну, только 3, а не 4. Одного обломили, потому что у него там, знаете, Ра — это солнце, и у него в имени нет, в общем, Ра. В общем, они сказали: слышь, ты без солнца будешь, а вот эти 3, на них падает луч. И люди со всего мира приезжают посмотреть на это уникальное явление. Рядом с храмом Рамзеса находится храм его жены Нефертари. Он, конечно, поменьше. И здесь 6 скульптур, 4 Рамзеса и 2 Нефертари. Ну так, чтобы как бы поняла вообще свое место. Себя он, конечно, очень любил, кого-то мне напоминает. На входе везде вот дают такие ключи, символ жизни. У меня тоже такой с собой есть. Но если у вас нет и вы не купили, сможете здесь с ним сфоткаться. Thank you. Ну, храм для жены тоже такой маловатый, простенький. Колонночки стоят, всего один зал, никаких огромных статуй. Ну, точно мне кого-то напоминает. Ребята, ну вот этот храм из всех мне понравился больше всего. Наверное, потому что его больше ценишь. Дорога длинная. Все. Мы вернулись, забрали сейчас все вещи с нашего корабля. И едем сейчас, вы не поверите куда, на железнодорожный вокзал. Потому что мы сейчас на поезде поедем, получается, в Луксор. В Луксоре сядем на автобус, и на автобусе потом уже обратно в Хургаду. Ребята нам пытаются затолкнуть чемодан в багажник. Точнее, 2 чемодана. У них с трудом это получается. И, кстати говоря, друзья, вот же город Асуан. Мне очень понравилось здесь. Невероятно красиво. Посмотрите. И такие песчаные горы, пустыня. Естественно, река Нил. И сразу вот видно, да, где река Нил, там все зеленое, жизнь кипит. А только дальше отходишь, буквально на парочку сотен метров, все. Пустая, мертвая земля. И единственный минус, наверное, всего этого путешествия, что очень мало времени на сами города. Мы сегодня гоняли, показывали вам храм, потратили на это полдня, но вот сам город мы не показали. Здесь и трущобы есть, и старые кварталы, районы. Все, вон, меня уже оставили, все, уехали. Итак, мы на вокзале, все, выгружаемся. Но хоть на поезде прокатимся самостоятельно. А неплохо здесь, чистый вокзал. Очень даже ничего. Поезда свежие, не ушатанные. Сейчас посмотрим, как внутри поезда. Прям этот Сапсан. Не такой, конечно, уровень, но нормально, блин, для Египта, а? Прикольно, на полочке есть для багажа и места для ног много. Оказывается, у них есть багажное отделение, просто оно под ключом. Если они сейчас все берут, дверь закроют на ключ, чтобы никто не мог мои чемоданы вытащить. Все, мы на месте. Уселись в кресло, очень удобно. Зацените, какая штука под ноги. Чтобы ее опустить, нужно нажать на педальку, а потом уже опустить. И, кстати говоря, этот поезд и возвращение обратно домой, все это включено в стоимость круиза. Если вам круиз тоже понравился, друзья, можете такой же забронировать по ссылочке в описании к этому видео. Да, и у ребят есть не только круизы, есть еще просто экскурсии из Хургады. Все организовано было на высшем уровне, нам очень понравилось. И я, как организатор разных путешествий самостоятельно, я вижу, насколько вот они постарались, все прям сделали прям супер люкс. У меня, конечно, были другие ожидания. Думал, Египет, что, круиз? Но на самом деле сделали все очень клево. И, друзья, заряжайте лайк обязательно, пишите комментарий. И вот сейчас мы с Пупсном отработали. То есть мы показали Египет своим ходом. И сейчас мы со спокойной душой можем приехать в Хургаду, заселиться в офигенные отели. И если нам кто-нибудь слово скажет, что фу, пакетники приехали, ну, вы знаете, что с ним будет. Все, давайте увидимся.